красный, разлохмаченный, сердитый. Ученик стоит передо мной. На столе дневник лежит открытый, вынутый из сумки полевой. Несколько тетрадок в пятнах рыжих, из литературы 2 листка. И вконец разбухшая от книжек сумка, вечный спутник паренька. В комнате, куда вошли с мороза, весело потрескивает печь. Как начать с внушения, с угрозы мне свою учительскую речь? Матери пожаловаться, что ли? Мать окаменела у окна. Ей самой бы жаловаться школе. Нас там много, а она одна. Днем на службе, вечером готовит, ночью сыну штопает носки, за столом подкладывает Вове самые завидные куски. Худенькая, как она боится легкий хрип услышать у сынка. Так за что же жалит единицы чуть не с каждой строчки дневника? В черной рамке молодой военный со стены глядит на нас в упор. Был бы жив, не вел бы я, наверное, неприятный этот разговор. Я взглянул на сумку полевую и на старой сумке фронтовой борозду заметил пулевую, и возник перед глазами бой. Что мне говорить, как в полдень жаркий в наступление роту вел отец, как его у безымянной балки на суглинок повалил свинец, рассказать, за что он умер в поле, для кого он юность отстоял. 8 лет над сыном бились в школе, чтобы он все это понимал. И я снова начал речь об этом, как боец от имени бойца, как отец, но было мне ответом злое нетерпение юнца. Не сдержавшись, я шагнул к лентяю, ростом чуть неравному со мной. Книги вон, я сумку отбираю, ты не стоишь сумки фронтовой. И когда я уходил, не веря, даже в свой отчаянный порыв, ученик за мной рванулся к двери и остался, руки опустив.